Добрый день, друзья! Мы сегодня будем делать супер горючее средство для костра, для похода, которое будет безопасно, более безопасно транспортироваться, чем жидкость для розжига. Если эту бутылочку вдруг что-то проткнет, жидкость выльется, в рюкзаке все испортится и сама жидкость потратится. Если вот такая вот емкость проткнется, то эта масса, которая там находится, она просто так уже не выльется, ее нужно с трудом выдавливать. И это более безопасно и также более экономично. Горит это лучше и не дымит. Значит, что будет нужно? Нужно будет обычное мыло хозяйственное. Вот такое здесь 72%. Стоит оно 21 рубль. Покупали мы его в Перекрестке. Вот здесь 6 кусочков. На одну бутылочку жидкости для розжига 2 кусочка мыла. Жидкость для розжига, видите, что она вот по 90 рублей была. Покупали мы по 22 по уценке. Вот. И получается, значит, на 2 кусочка одна бутылочка. На 2 кусочка одна бутылочка. У нас получится 3 заправки. Войдет вот так вот примерно одна бутылочка с 2 кусочками мыла. Это чуть больше половины литровой банки. Вот. И в эту банку будем добавлять. Здесь уже есть немножко. А потом все вот в эти бутылочки. Вот мы натираем мыло хозяйственное, 72% здесь жирности, на обычной терке. Вот у нас такая есть старая, не жалко ее. И получаются такие вот крошечки. Потом эти крошечки сложим в емкость литровую и добавим туда, у нас будет горючее средство для розжига. Вот. И это будет долгоиграющая смесь для костра. Натираем мы ее вот в коридоре, чтобы дома она вообще не пахла, потому что мыло хозяйственное, я, например, не терплю, как оно пахнет. Запах у него ужасный. Вот так по чуть-чуть и вот пополняется. Следующий этап. Вот эту жидкость для розжига нальем вот сюда, в это мыло. И смешаем, чтобы была такая густая, плотная масса. Пока муж занят вот этой вот жидкостью и средством для долгоиграющего горения. Здесь у нас в общем коридоре есть такой прекрасный фикус. Но он очень грязненький. И пока у меня было время, я его помыла. Была смесь из перекиси водорода и обычные средства для мытья посуды. Сейчас я его буду промывать водой. Все листики. И что из этого получится, потом тоже покажем. Смесью из перекиси водорода, самой обыкновенной с аптеки, цветы брызгают в аэропорту Шереметьево. Если можно там так почистить, то почему нельзя в нашем общем коридоре? Я думаю, что можно. Вот так вот он выглядит через несколько минут. Как он будет себя чувствовать через несколько дней, я еще поснимаю. Вот. Верхние листики просто помыты водой. А здесь долго никто за ним не ухаживал. В нижней части листики были очень-очень жирные, липкие в жиру, потому что здесь соседи курят у нас иногда. И вот я их помыла. Сподобилось. Подставлять нужно было тазик, полотенце, чтобы с листиков вода туда текла. Вот так. Я очень люблю этот фикус. Вот. Посмотрим, как он будет себя чувствовать через пару дней. А это вот смешанное мыло с жидкостью для розжига. Взбалтано было хорошо, так вот размешано.
И сейчас там вот не видно уже, оно такое стало вот матовое, но его чувствуется, что оно затвердело. И можно будет его потом выдавливать. Вот. И это будет как сухое горючее, как таблетка. То есть маленькую кучку и на долгое горение. Вот как выглядит он на следующий день. И нижние листья, вот, которые очень давно были в такой вот липкой грязи, в жире, они, конечно, требуют еще одного промытия. Я буду мыть его второй раз. Верхние листья хорошо отмылись. Вот. А на нижних, на самых, видно такой вот шершащий как бы налет. И буду мыть еще раз. Но это вот общий коридор такой перед дверью в квартиру. Здесь прекрасный такой фикус. Надо его немножко помыть. Вот вечер. Мы пришли попробовать эту смесь для огня. Лыжники уже ушли домой. Вот. А здесь лыжня на Шкиперском протоке. Он весь замерз. Днем тут рыбаки. И так красиво, но камера не передает, какая красота. Потому что небо темнее на самом деле. Вот мы на наше место пришли. Здесь есть такой старый мангальчик. Сейчас мы веточек немножечко туда загрузим. И вот эту жидкость. Но она не жидкость уже, а такая... Это много, наверное. Ну вот она горит, как тогда мы пробовали, да, как вчера. Классно горит. Ну все, я снимаю. Я выключу, да? Супер, да? Он же не тухнет. А если это как таблетка сухой горючая, она тухла сразу. Ну не сразу, но она не поджигала ничего. Ветки мы нашли тут, пока шли. Так что они сырые, мерзлые. И вот какие валялись, такие горят. Все. Это я залезла повыше тут. Горит хорошо, очень. Время пришло пить чай. Вот ни дыма нет, ни запаха нет. Горит сильно.
Шикарно. По цене получается как таблетки вот эти сухое горючее, но намного эффективней. Кирпичная эта башня красивая на заднем фоне из красного кирпича. Вот такая красота в Санкт-Петербурге, на Шкиперском протоке. Можно делать костер. И салют! К нашему костру еще и салют. Вообще супер. Тут у нас чаепитие с костром, там салют. Давайте еще. А эта техника то снег вывозит, то еще что-то грохочет так. Больше не будет салюта? Ну ладно. Всем доброго вечера. Пока-пока. Тушится очень быстро. Вот. Все потухло. И замечательно. Лучше, чем жидкость для розжига в разы. Лучше, чем сухое горючее в разы. Вот. Опять где-то стреляют. Все еще празднуют Рождество.